Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад, трамвай желаний, так я назвала это видео. Исполнится ли ваше желание, мои дорогие? Это новый формат видео, я буду благодарна вашим комментариям. Вся жизнь, своеобразное путешествие, временами мы вынуждены делать паузу, какую-то остановку, а в иное время ускоряемся, словно скользя по рельсам судьбы, или назовите это по жизненному пути какому-то. Я верю в судьбу, правда, что есть такие пункты, которые как будто предопределены нам в каких-то небесных скрижалях. Вот давайте посмотрим, каковы подсказки карт, исполнится ли ваше желание, и вместе поразмышляем, допустим, альтернативные варианты развития событий, и наш второй расклад будет состоять из двух направлений – желание и возможности. Первую карту, которую мы достанем, будет означать энергия к исполнению ваших желаний. Как вот в январе в целом, может быть, в пространстве, во Вселенной складываются энергии для того, чтобы вы смогли с точкой что-то осуществить. И мы узнаем, как это видят карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет на 100% о личной истории каждого из вас. Но вот как раз просчитать что-то, я думаю, вы сможете. Итак, желание или сферы жизни, где вы хотите что-то поменять, упорядочить, решить. Три как будто направления таких. И возможности, соответственно, первому желанию или какой-то первой сфере жизни. Вторая возможность и третья, как видят карты. Итак, энергетика стабильности, надежности, порядка. У кого-то это могут быть контакты еще с человеком, который вам помогает, может быть, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Мои дорогие, может быть, вы сами имеете асцендент, и тогда это у вас очень прочная позиция на январь месяц. Вы, значит, как интуитивно сможете что-то предугадать, так и переложить это на практику и сделать, ну, великолепно. Потому что по королеве Пентаклей идет та, которая умеет из хаоса создать порядок, та, которая умеет воплотить мечту в реальность. И энергетика как раз такова, чтобы как и упорядочить что-то, так и ваше желание, по сути дела, исполнить. Но главное, чтобы это желание было реально само по себе, да? Не где-то экзальтированный план, а уже просчитанный на какой-то конкретики или как тезис-план, да, вы уже составили. Программа минимум, программа максимум, может быть и так. Итак, давайте посмотрим, что же первое желание. Может быть, действительно у вас есть желание какую-то ситуацию в корне изменить. У нас старший аркан нулевой, и отчасти, видимо, на ваше желание или желание изменить, может быть, окружение, изменить что-то, то, что в вашей жизни сейчас наиболее актуально проигрывается. Есть в этом, ну, как воздействие обстоятельств, назовите, или обстоятельств судьбы, как будто через это надо пройти, но это на данный момент новый жизненный этап. Вы как отстраиваете жизнь с новым качеством. Может быть, какие-то новости пришли, которые касаются лично вас или вашей жизни, способов заработка, или места проживания. Вот здесь у каждого по-своему. Повторюсь, аркан старший. И здесь у каждого ведь будет, как иметь значение обстановка, где вы находитесь, в какой, так и где-то то, что вы себе планируете на будущее, исходя из тех возможностей, которые существуют вокруг вас. И я всегда вспоминаю слова Эйнштейна по этой карте: только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И карта мага, который, вот я убеждена, карта мага – это ваш аркан. И здесь как будто от гения до мага один шаг. Правда, с чем-то вы будете, может быть, манипулировать. У нас вот шут показан, который жонглирует всем зодиаком. Есть какие-то новые возможности у вас, и вам это как будто следует развить. А давайте мы посмотрим сами по себе возможности. Тут самое главное, знаете как? Сохранять нейтральную позицию, пока вы с чем-то не разобрались. Пока вы еще себя чувствуете словно новичок в какой-то сфере жизни, или какой-то вопрос, какая-то тема, которая вас интересует, или вам хочется что-то прояснить. Тут ведь есть такой момент, что надейся на себя.
чего-то не прошляпить, не сглупить, это тоже будет важно. Есть новые возможности, но еще пока непонятно как, нет четкого плана действий по аркану Шут. Здесь именно взаимодействие само по себе с новыми какими-то событиями, с новой информацией, с новыми обстоятельствами дела. И самое главное, чтобы не было конфронтации. Это раз. А второе, чтобы не быть втянутым в те дела, которые больше нужны, может быть, людям. Если мы говорим возможности осуществить какое-то желание, знаете, ну, наверное, не в январе. Здесь как будто по семерке жезлов вы можете столкнуться, что много либо идей, либо много советчиков, что более вероятно, либо вы сами задумаетесь, допустим, я хочу что-то вот одно осуществить, да, как по аркану нулевому. И есть несколько направлений, несколько позиций, как мне действовать одним способом, вторым, третьим, к примеру. До 7, буквально 7 жезлов. И вам надо будет с чем-то определиться. И вот пока вы не определились, как будто и вердиктов не выносить, и осторожно, аккуратно пробовать, чтобы где-то себе не навредить. И, ну, так это вот прочувствовать, словно вот эту ситуацию. Идет в этом направлении, развивается мое дело или нет. Или развивается, решается как-то вопрос или нет. Тут именно направление для вас нужно избрать правильное. И могут быть какие-то неясности, неопределенности в январе. Давайте мы посмотрим, но уже как будто... Правда, игра по новым правилам. Новые какие-то возможности вас зовут. Но тут важно не просчитаться. Для кого-то из вас будет желание, мы смотрим как желание, и по пятерке пентаклей тут два желания. Чтобы не было эмоционального холода в отношениях, раз, и чтобы не было финансового какого-то пролапса, то есть наоборот, финансовая стабильность, вот к чему мы стремимся. Может быть, решить какой-то вопрос по деньгам для вас будет нужно, и в то же время, может быть, и есть и люди, с которыми придется договариваться. Давайте посмотрим, каковы же возможности. Ну, главное, с оптимизмом смотреть. Вы знаете, вообще у вас все под контролем. Может быть, в каких-то деталях вас что-либо не устраивает. И если мы спрашиваем, получится ли же у вас вот из вот этих двух позиций что-либо осуществить. И карта тройка жезлов нам говорит да. Но если, допустим, вы хотели поменять работу на более какую-то перспективную, то не в январе. Прицеливаться словно, прицениваться, оценивать обстановку, ситуацию, то, что вам обещают раз и что есть по факту два. У нас человек показан, который к прошлому уже словно повернулся спиной. И он вглядывается, на каком корабле я вообще отсюда отправлюсь. Но он еще не на корабле, он еще на берегу. Хотя уже прошлое какое-то не имеет значения. Здесь правильно просчитать что-то для вас будет наперед. И вот все то, что я, наверное, говорила по этим двум арканам, есть разные направления какого-то человека, разные корабли, но на каком плыть? Вот вам надо определиться. Может быть, как раз вот эти две позиции или два направления, как с кем-то примириться, допустим, или избавиться от этого холода в взаимоотношениях, от недопонимания, так и решить какой-то финансовый вопрос, но нужно определиться, каким образом вы это будете делать, или на какой работе вы останетесь, или чему вы отдадите предпочтение. По сути дела, вот это все то, что важно для королевы Пентаклей. Да, вы будете не один, тут вам будет явно кто-то помогать, могу сказать так, но и сами вы здесь тоже можете словно, ну, просчитывать что-то с точкой, потому что у вас сильная позиция, тройка. Жезлов – это всегда сильная позиция, но она вас как будто призывает не торопиться. И если у вас, мои дорогие скорпионы, есть желание, ну так быстрее начать и закончить, но это не лучший помощник. Вот не спешите, понимаете? Как здесь нам говорят, наблюдай по семерке жезлов. Займи нейтральную позицию, наблюдай. И, глядишь, какое-то дело решится само. Или какая-то информация придет, кто-то проболтается, сделаешь нужные выводы, или с чем-то еще определишься. Давайте мы посмотрим третье желание, вообще шикарно. Как будто ваша самодостаточность, вот есть то, что вы хотите совершить. У кого-то это в плане бизнеса, у кого-то открыть бизнес свой, или свое ремесло развить до той степени, когда это уже будет мой бизнес. Может быть, вы пока еще
на стадии раздумий, стоит этим заниматься или нет. Так вот здесь это карта самодостаточности, финансового достатка. И когда у нас все под контролем. Дважды сокол показан на руке девушки, который ей как будто помогает с высоты птичьего полета, еще и контролирует все то, что она имеет. Поэтому как будто какая-то есть сильная позиция, и нужно укрепить все то, что у вас есть на данный момент. Или это ваши планы где-то на будущее. Да, у вас что-то получится осуществить. Но, мои дорогие, опять нам вот говорит карта, не в разрезе где-то января. Карта марафонского забега я всегда называю рыцаря Пентаклей так. Он едет медленно, он не форсирует. Для него внимание к деталям очень важно. Он как будто едет и учится. Он примеряет на себя ту или иную обстановку, какую-то услышанную информацию. Он совсем умеет взаимодействовать. Почему это карта прогресса на длительный период времени, на десятилетия? По этой карте вам кто-то может действительно прийти на помощь. У нас здесь, посмотрите, как рыцарь Пентаклей, девятка Пентаклей, королева Пентаклей. Вот по этой карте вы можете, кстати, получить деньги. Если какая-то сумма задерживалась, вы ее получите. Вам есть человек, который может прийти на помощь, это точно. Выручить вас словно как и деньгами, так и, может быть, сложной какой-то ситуации тоже. Это уже конкретно на январь. Но сказать, что вот прямо вот такой где-то стабильности, уверенной, знаете, ну, когда уже как, ну, статус ваш, может быть, меняется, или словно прочная какая-то, как фундамент, база заложена. Вы где-то в нескольких шагах от этого, но как будто следует что-то продолжать. Давайте мы достанем карту совет. Мои дорогие скорпионы. Карту совет для вас. Что же для вас по исполнению желаний, чтобы исполнилось или приблизить как-то то, что вы задумали совершить, организовать. Будь готов к неожиданностям. И где-то, знаете, все-таки не рискуйте собой. Правда. Вот здесь по рыцарю жезлов это есть элемент скорости. Что-то, значит, будет меняться. Может это напоминать какой-то хаос, действительно. По рыцарю жезлов есть такое. Вам, может быть, придется куда-то отправиться для того, чтобы осуществить желание. Кстати, у кого-то для того, чтобы решить вопросы финансов, вполне вероятно, есть такой вариант, что вам даже это будет предложено. Почему у нас человек как будто стоит и повернулся к прошлому, мы говорили, спиной, да, но он как будто в гавани, он куда-то собирается. И карта совет может быть на какую-то далекую перспективу или окончательно что-то вы еще не решите, но для того, чтобы прояснить какой-то нюанс, может быть, и придется совершить какую-то недалекую поездку или разобраться с каким-то вопросом. Или, мои дорогие скорпионы, проходит еще, знаете, та информация, которая врывается как будто в нашу жизнь. Мы чего-то не ожидали. Но с этим тоже надо как-то откликнуться, не оставить на потом. Вот, видимо, острота момента на злобу дня. Буквально вот живите одним днем. И если какие-то возможности к вам приходят или вас куда-то приглашают, например, да, это будет касаться дела, работы, бизнес, деньги. Или перед вами какие-то могут новые возможности, там еще вот... Вы чувствуете просто, да, есть какая-то моя заинтересованность. Вот как будто откликнуться стоит, чего-то не упустить. Давайте мы еще спросим. Еще какой совет? Вообще, карта праздника. Позвольте себе праздник. Позвольте себе и отдохнуть, мои дорогие. Будет у вас как будто радость. Может быть, эти карты две взаимосвязаны и говорят о том, что какое-то событие произойдет, или правда, приятная как раз новость, которую вы, может быть, и ждали, или та, которая ворвется внезапно, и вам какое-то дело, как будто вопрос будет поставлена, либо точка, либо перспективы какие-то новые откроются. Давайте мы спросим ваши действия, мои дорогие скорпионы, в январский период, потому что по всем картам не очень мне понятно. Я понимаю так, что не торопиться, не увязнуть в каком-то конфликте. А что вот вам, какая ваша задача, политика, тактика?
Ну, все же увидеть какие-то возможности, мои дорогие. По четверке кубков, правда, чего-то не пропустить будет тоже важным. Как будто внезапно могут появиться информация или какое-то предложение. Ну и где-то не зазеваться, а откликнуться, вот, наверное, как рыцарь жезлов. Может быть, это даже будет, знаете как? Предложение отправиться на какой-то праздник в январе, и тогда позвольте себе этот праздник. Кто знает, может быть, вы нужных людей встретите, или какие-то еще события для вас произойдут. Тут ведь еще тройка кубков – это своего рода вдохновение, и вам вдохновение дважды, наверное, поможет, как увидеть свои новые возможности. А кто знает, может быть, как раз откликнувшись на что-то, вы и отправившись куда-то, вы познакомитесь с нужным человеком, с нужными людьми. Все же королева Пентакли создает из хаоса порядок. Вот и вы информационный какой-то можете хаос как будто упорядочивать, сферу отношений, как будто тоже вот у вас тут есть такие предпосылки, когда, чтобы уйти как от непонимания какого-то. И вполне вероятно, вы будете продумывать, а стоит ли мне продолжать отношения с конкретным человеком, или наоборот, может быть, захотите как раз помириться. И я должна сказать, для этого тоже будут возможности. Определиться с чем-то для вас самих будет очень важно. Но самое главное, наверное, в карте совет – не забывать, что в вашей жизни должен быть праздник, помимо работы. Здесь ведь нам все в основном про работу, про какие-то достижения, а в карте совет, помимо того, что и обстоятельства как будто меняются, и быть готовым к этим переменам, так еще и нам говорят про то, что успей вдохновиться, успей где-то, ведь это четверка кубков, карта апатии, как будто предлагают кубок, а мы его можем не взять. Или сочтем, что не хочу. А нам карта говорит, что нет, все-таки какая-то радость. Она пытается войти в вашу жизнь, мои дорогие скорпионы. Поэтому как и радость, так и праздник для вас тоже будут необходимы. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.